Всем привет! Во время недавнего прямого эфира Тэхёна и Чингука фанаты заметили несколько моментов, которые явно свидетельствовали об их близости. На протяжении всего эфира Чингук казался расслабленным, сохраняя свое обычное спокойствие и умиротворенность. Однако был один момент, когда присутствие Тэхёна, казалось, вызвало у него иную реакцию. Как только Тэхён приблизился к нему, выражение лица Чингука слегка изменилось, его лицо, до этого спокойное, слегка покраснело. Хотя это была небольшая деталь, многие фанаты заметили перемену и восприняли ее как явный пример влияния Тэхёна на Чингука. Эти небольшие реакции не новость для тех, кто внимательно следит за творчеством этих двух артистов. За эти годы они пережили множество моментов, отражающих настоящую и глубокую близость. В каждом взаимодействии было ясно, что их отношения выходят за рамки простой дружбы. То, что происходит между ними, похоже, строится на основе доверия, привязанности и любви, и это было очевидно с самого начала группы. Другой момент, который привлек внимание во время той же прямой трансляции, был, когда Тэхён подошел к Чингуку сзади и слегка по-дружески прикоснулся к нему. Вместо того, чтобы вызвать у него чувство неловкости, Чингук рассмеялся, демонстрируя невероятный комфорт и доверие между ними. Это не было шуткой или чем-то надуманным, это был жест между двумя людьми, которые знали друг друга и имели сильную связь, и именно это делало его особенным. Более того, когда Чингук пытался говорить, Тэхён держал микрофон, чтобы ему было легче говорить. Жест был простым, но значимым, отражающим заботу и беспокойство. Даже когда другие участники в шутку подходили, чтобы предложить ему другой микрофон, Тэхён твердо держался, как будто позволяя Чингуку использовать тот, что держал в руках. Эти жесты демонстрировали отношения, выходящие за рамки профессионализма. Что интересно в таких моментах, так это то, что им не нужны слова для общения, своими действиями они постоянно демонстрируют близость, которую разделяют. Их язык тела, взгляды, жесты, улыбки – все это ясно говорит, связь между Тэхёном и Чингуком искренняя и основана на взаимной привязанности. Их связь, которую они выстроили, со временем стала очевидной для поклонников. И хотя то, чем они делятся, часто недооценивается или игнорируется, правда в том, что их совместные моменты продолжают вызывать нежность и восхищение. Дело не только в том, что они делают на публике, но и в том, как они это делают, с уважением, свободой и всегда помня друг о друге. Несмотря на слухи или сторонние интерпретации, главное, что бросается в глаза, это то, что они никогда не скрывают, насколько комфортно им вместе. Каждый раз, когда они находятся вместе, даже в неформальной обстановке, как это живое выступление, ощущается неприходящая привязанность, особая энергетика, которую они излучают, остается, независимо от того, сколько времени прошло или как сильно все изменилось вокруг. Зачастую некоторые люди склонны интерпретировать моменты между участниками BTS, не обращая внимания на то, что происходило на самом деле. Недавний пример, когда некоторые люди начали распространять слухи о том, что Чимин и Чингук опоздали на интервью, потому что были вместе, даже выдумывая истории без каких-либо явных доказательств. С этого момента начал создаваться контент, который пытался показать их отношения, не принимая во внимание другие важные детали. Многие упустили из виду поведение Чингука во время этого интервью, не только теория о том, что он и Чимин встретились по особой причине, была легко опровергнута, но и стало ясно, с кем Чингук был на самом деле близок все это время, с Тэхёном. С того момента, как они оба прибыли на место, стало ясно, что Чингук предпочитает быть рядом с Тэхёном, это было не просто совпадение. С каждым шагом Тэхёна Чингук, казалось, естественно следовал за ним, как будто это было чем-то обычным для них. На протяжении всего мероприятия Чингук был рядом с ним, внимательный и расслабленный. Было ясно, что его присутствие придавало ему уверенности. Более того, взгляд Чингука говорил сам за себя, в нескольких видеороликах можно увидеть, как он наблюдает за ним, не небрежно, а со спокойным, внимательным и искренним выражением. Был также интересный момент, когда Намджун прошел мимо Чингука, словно давая понять, что ему следует отойти или пойти куда-то еще, однако Чингук предпочел остаться там, где был, рядом с Тэхёном. Этот небольшой жест, казалось бы, незначительный, показал, как Чингук ценил близость с ним, хотя не все с этим согласились.
Странным было то, что некоторые поспешили предположить, что опоздание Чонгука и Чимина связано с тем, что они переспали и уснули, но это предположение было беспочвенным. Если бы между ними в тот день и была какая-то особая близость, это было бы очевидно. Вместо этого Чонгук вообще не приблизился к Чимину во время интервью, ни взгляда, ни жеста. Все его внимание было сосредоточено на Тэхёне. И было кое-что, что нельзя было не заметить. Когда интервью закончилось, Тэхён одним из первых вышел из комнаты, и сразу за ним, почти сразу же, появился Чонгук. Это не казалось совпадением. Он явно хотел остаться рядом с Тэхёном, даже когда они разъехались. Такое последовательное поведение демонстрировало настоящую близость между ними, связь, выходящую за рамки того, что некоторые хотели бы принять. Поведение Чонгука рядом с Тэхёном было стабильным уже давно, он защищает его, сопровождает его, внимательно следит за ним. Хотя компания и некоторые представители общественности пытались отвлечь его от этих взаимодействий или даже игнорировать их, они находили моменты, чтобы снова быть вместе. Они не делают это преувеличенно или натянуто, они остаются верны себе, и это самое ценное, их отношения не нуждаются во внешнем одобрении, потому что они основаны на их чувствах. Сложно точно сказать, о чем думал Чонгук в тот день, но очевидно его желание быть рядом с Тэхёном. Речь не о создании бессмысленных теорий, а о том, чтобы увидеть то, что происходит прямо перед нами, их искренние поступки, то, как они смотрят друг на друга, их взаимная поддержка. Все это отражает отношения, не требующие сложных объяснений. Чонгук и Тэхён разделяют особую связь, и хотя некоторые могут захотеть отрицать или переосмыслить это, правда в том, что они продолжают идти бок о бок, даже несмотря на нелегкий путь. Некоторые могут подумать, что близость Тэхёна и Чонгука – всего лишь часть шоу, другие могут поверить, что все спланировано, что за каждым шагом скрывается сюжет. Однако, если внимательно понаблюдать за тем, как они взаимодействуют, как они смотрят друг на друга, как прикасаются друг к другу или как заботятся друг о друге, не обращая внимания на посторонних, то станет ясно, что то, что они демонстрируют, это не игра. Это естественно, это часть настоящих отношений, которые не нужно объяснять, чтобы понять. Взаимодействие Тэхёна и Чонгука демонстрирует неоспоримую связь, дело не только в том, что они ладят или являются лучшими друзьями. То, как они подходят друг к другу, насколько комфортно им друг с другом, говорит гораздо больше. Эти действия не навязаны и не повторяются по просьбе, они происходят спонтанно. Есть жесты, которые повторяются со временем, рука на плече, взгляд, задержавшийся дольше обычного, улыбка, которой делится без слов. Такое поведение происходит не один раз, а многократно и в разное время, что указывает на их реальность.